Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Чего ждать? Понятно, что у каждого из нас свои ожидания. Или уже в процесс запущены какие-то вопросы, и мы уже теперь ожидаем решения, может быть, и документов, какого-то пересмотра. У каждого как и свои планы, так и есть то, что мы хотим, возможно, завершить в этом году. Но за время последних месяцев уходящего года планетарные транзиты нам могут еще и напомнить о тех как раз проблемах давних или тех темах, которых мы успели забыть. Некоторые тайны могут скрыться или поставить нас перед фактом, когда нам придется делать выбор. В целом много эмоций, как и приятных, радостных, не без этого, но будут и сожаления, что-то принять или отпустить нам, скорее всего, тоже потребуется. Но есть те вопросы, которые как раз в нашей сфере деятельности или то, что мы можем изменить. И именно они потребуют нашего внимания. Давайте настроимся, услышать подсказки собственного шестого чувства, интуиции, чтобы шаблоны сознания не давили или не давлели над нами, чтобы рассмотреть, может быть, какие-то альтернативные варианты. Жизни бывает полностью предсказуемо. И мы идем вперед. Первая карта так и нас и будет называться «Что же случится?» или энергетика общая на эти 3 месяца. И если мы сказали месяца октябрь, ноябрь, декабрь, мы достанем по одной карте на каждый месяц. Октябрь. Энергии месяца. Или что может произойти? Ноябрь. Декабрь. Что вас удивит, мои дорогие стрельцы? А что или кто появится неожиданно? К чему все это идет в конечном итоге? Что исполнится? Какая тайна откроется? И чего ждать? Продолжение какое-то следует на 2025 год. Давайте будем узнавать, что же случится. Все по закону. Что бы тут ни происходило, самому держать марку, не нарушать закон, это будет актуально. Безусловно, всегда старший аркан 11, это как правосудие, причина и следствие. Если мы прежде поступили хорошо, нам словно пространство даст не один шанс, возможность что-то тоже вот завершить благополучно. Но мы можем и остаться где-то один на один с проблемой, если нам нужно внести как раз коррекцию какую-то и вопрос решать. Но есть еще и те вопросы, когда, может быть, действительно у вас просто конкретно какие-то документы нужно будет оформлять или переоформлять. Планетарно как раз предполагается. И тогда более продуманные действия, консультация юриста, консультация адвоката, не делать ничего по наитию. Тут ведь самое главное, чтобы ваши действия или подписанные документы, они согласовались как-то с законом. Давайте узнаем, чего это может касаться, каких сфер жизни, в чем могут быть такие пункты, когда именно знание закона вам необходимо. У вас сильная позиция, карта мага выпадает. Вот у вас действительно прекрасная возможность что-то сделать, ну, более чем хорошо для себя. Но, понятно, карта мага, а это может свидетельствовать о том, что и вы сталкиваетесь с людьми, которые великие манипуляторы, которые тоже умеют обходить какие-то острые углы. Но есть еще и такой момент, я должна это сказать, маг, если про манипуляции с учетом аркана юстиция, это будет очень важно дважды не нарушить закон. Значит, по магу может быть какой-то обходной маневр и захочется совершить. Но все-таки аркан правосудия говорит нет. Причина и следствие, помни об этом. И если вы сталкиваетесь с такими людьми, перепроверяйте какую-то информацию. Здесь будет очень важно видеть на пару шагов вперед. У вас все же сильная позиция, видимо, для того, чтобы какую-то застарелую проблему решить.
или какой-то вопрос закрыть, чтобы потом не оглядываться назад или использовать какую-то возникшую ситуацию на пользу вам. Что это еще может быть? Возможно, вот как раз эта ситуация будет касаться король кубков, взаимоотношений с вашими родственниками. И пусть нам выпал король, но мы просто рассматриваем энергетику карты, и мы не основываемся как полкарты, правда? Так вот, это могут быть как и далекие родственники, могут быть и поближе, могут быть и так, если вы человек семейный, но даже если не семейный, например, на сегодняшний момент, но как родственники вашего супруга, вашего партнера. Могут быть где-то отчасти и вопросы, которые пересекаются с детьми, как кровные родственники. Могут быть также вопросы, если мы говорим про саму карту, энергетику, в чем у нас силен король кубков. Это два направления. Эмоции или чувства и деньги. И он никогда не смешивает одну сферу с другой сферой. И где-то вам подсказывают, будь магом конкретно. Все решения, которые принимает маг, это продуманность. Нет здесь оплошности. Он как раз подмечает то, что скрыто от наших глаз. Может быть, для решения как раз финансовых вопросов не нужно добавлять эмоции. Но есть и та сфера, где как раз эмоции и нужно проявить. Может быть, в целом для вас, мои дорогие, есть действительно какая-то проблема давняя, неразрешимая или неразрешенная до сих пор, и вам нужно примирить разум и сердце. Вот в целом сказала бы так. Есть возможности, безусловно. Давайте я достану карту совет. Есть возможности, поскольку карта маг, но действительно задача такова. По этой карте пятерка пентаклей, мелкая карта, так и проходит, как недостаток по финансам. И второе направление – это отсутствие взаимопонимания. Значит, на уровне взаимопонимания и решения каких-то денежных вопросов. Ведь это могут быть вопросы по недвижимости, по жилью, по какому-то имуществу. В конечном итоге все равно можно свести к деньгам, финансам. Поэтому не обесточьте себя. И по этой карте тут не время вот так вот сидеть в ожидании, понимаете? Здесь нужно действовать, но очень продуманно. Видимо, для всего периода до конца года, мои дорогие стрельцы, будет очень важно для себя, как наперед соломки подстелить. Куда-то не торопиться. Помните, маг все же это не та карта, которая про эмоции. Нет. Маг – это холодная карта, взвешенность, рационализм. Когда по вашему лицу никто не догадается, что вы собираетесь предпринять. Когда никто не догадается, что вы чувствуете. Вас люди не должны читать как открытую книгу. Это в целом. Для вас это, видимо, в эти 3 месяца имеет значение. Может быть, мои дорогие стрельцы, вы открытые солнечные люди. Но кто-то хорошо вас знает, как вас вывести на эмоции, а через эмоции уже там, ну, сыграть какую-то на вашей струне души свою песню. Будьте внимательны. Октябрь. Карта император. Старший аркан. И здесь так, вы сами можете быть в этих энергиях, когда хочется сделать что-то так, как вот именно вы видите. Вы можете и как раз и согласовывать. Вторит карта как раз справедливости, согласовывать документы в высоких инстанциях. Это у нас проходят чиновники, представители власти, представители закона, правопорядка где-то тоже проходят по этой карте. И мы закон не нарушаем дважды. Как и общая карта старшего аркана, так и старший аркан император. Не время подвергать себя риску, а вот корректировать планы как будто придется. Может быть, мои дорогие девочки, есть такой человек, может быть и родственник, может быть и супруг для кого-то, или партнер, который достаточно властный. И в целом, мои дорогие стрельцы, вы можете изменить даже статус. У вас, правда, сильная позиция. У кого-то по работе можно получить новую должность или добиться желаемого, когда вы имеете какой-то результат. Давайте мы спросим, чего это может касаться. Правда, тут победа в деньгах. Значит, если уже где-то через суд, причины и следствия, и если вы чем-то занимались, мои дорогие стрельцы,
предыдущий период времени. Вот вы наверняка и получаете, это карта финансового успеха. Как вы можете получить новую должность, так или сменить работу, или, переходя на должность, уже больший оклад, изменить вообще свою какую-то финансовую историю вы тоже можете. Или, если вы ждали денег, вы их получаете. Может быть, у кого-то купля-продажа недвижимости, какие-то согласования или пересмотр соглашений, опять же, договоренности каких-то бумаг. В конечном итоге благополучное решение именно финансовых вопросов и тех дел, которые связаны с оформлениями, будь то по работе, то по документам личная жизнь или какой-то иной документ. Но здесь все нужно делать именно так вот по закону, потому что карта финансового успеха, и посмотрите, шикарно, правда, тут и по личной жизни, как будто октябрь месяц может стать для вас чем-то очень знаменательным. Более того, как и по финансам вы остаетесь довольными, или даже меня смотрят люди, как и из разных стран, понятно, у каждого своя ситуация, тем более денежная. Если у вас сейчас сложное положение с финансами, вы можете кардинально изменить ее в октябре и остаться счастливым, довольным. Уже как будто увидите даже результат. Рядом десятка кубков, но для кого-то из вас это перемены, счастливые, надежные в личной жизни. Все зависит от того, как вы провзаимодействовали прежде. Вот эти 3 месяца – это своеобразное такое время, период подведения итогов. И поэтому здесь что-то получается. Прекрасно, давайте мы с вами посмотрим, что же ноябрь. Вот такие замечательные энергии октября, в ноябре паж мечей. Есть какая-то правда, есть какая-то реальность. Могут с вами спорить, могут вам возражать, настаивать на своем. По этой карте она нам дает совет, и ты так где-то не плашай. Может быть, вот как раз аркан справедливости говорит, уточняй. Потому что словно есть одна правда. Не у каждого своя, а вот одна какая-то, которая согласуется с общепринятыми критериями, с правилами, законами, регулировками. Мы по этой карте можем, кстати, признать свою ошибку. И тогда нужно быть честным с самим собой. Основной мотив – это быть именно честным, откровенным. Себе где-то не надевать как и розовые очки, так и не устраивать глубокую философию. Карта говорит, что все у тебя будет лежать словно на поверхности. Твоя задача только уточнить, увидеть это, оценить правильно, что это может быть. Ну, так тут такая история может быть очень интересная. Старший аркан дьявол. Или это вопросы страсти, или финансы. Да, идут какие-то зависимости, разного рода привычки самые, такие неполезные, будем говорить. И ясно, что с ними делать, надо как-то с ними разобраться, да. Может быть, и сказать самому себе, что нет, хватит, стоп в чем-то. Но, извините, у кого-то точно такое же, как зависимость. Может быть, состояние по части работы, трудоголик, почему нет? Который, не зная отдыха, трудится. И это тоже тогда для здоровья не во благо. Вы знаете, вот держать баланс для вас будет очень важно. Потому что, когда выпадает 15-й аркан, это всегда своего рода грозное предупреждение, что мы чего-то делаем чересчур. Вот именно этого чересчур не должно быть, иначе мы попадаем как в зависимость. И когда видит 15-й аркан, что ох, попался, он начинает свою игру. И вы можете быть, стрельцы, как кто-то вокруг вас ведет игру. Может быть, это обстановка вокруг вас сложная, на которую вы не влияете, которая сродни чужой игре. Вы ее кардинально не измените. Но себя, свое отношение, для себя что-то сделать хорошее вы как раз можете. Но для этого потребуется четкий анализ действительности. И опять же, честность с самим собой. Тут у каждого по-своему. Это у кого-то проиграется и страсть, физиология обычная, мои дорогие. И это, конечно, прекрасно. Но вот не должно быть разочарований. Не настраивайся, чтобы не расстраиваться. Или, где-то не обольщайся,
чтобы не было потом разочарований. Баланс для вас от начала до конца во время ноября будет очень важным. Вот посмотрите, здесь как будто связь между прошлым и будущим. Вот это то, что по 15-му аркану. И здесь у нас 8-й аркан, колесница. С одной стороны, мы не должны вот эту зависимость от какой-то прежней ситуации. Значит, есть те вопросы. И рационально подойти к тому, могу я это изменить или нет. И если вы не влияете на какую-то ситуацию или на то, как думает человек, оставить его или оставить ситуацию, вы не можете застрять в прошлом. Карта серьезная, предупреждающая. Или ты застреваешь вот в какой-то, как в мрачных мыслях, это тоже своего рода зависимость. Или в том, что ты не можешь осуществить, но ты как будто подвис на этом. Или ты идешь вперед. А посередине как раз у нас сожаление. Либо вы выйдете из этих сожалений, либо, может быть, так и не решитесь на что-то. И у кого-то ведь может быть, к примеру, личная жизнь, если вы один или одна. Да, вы рассуждаете, было бы неплохо встретить человека. Тогда самое время задать себе вопрос. Лично я что сделал для этого? Если мы просто сидим и ждем, ничего не происходит. Ни финансовая ситуация не меняется, ни по работе ничего не меняется. А тут вот именно еще продумать какие-то возможности и их увидеть. И ваши действия, вот слаженность, она как баланс будет необходима. Потому что как будто ваша задача, ведь прекрасный аркан, колесница, она предвещает о переменах. Не время застревать в прошлом. Встречай все новое, что приходит на твой порог. Вот буквально так, в ноябре. У вас, как вам, новые подвиги вас зовут, мои дорогие стрельцы. Поэтому не оглядывайтесь назад, вам отсюда только вперед. Что же декабрь? 4 жезлов. Вообще это карта уверенности. Это карта, особенно в этой колоде, самосохранения. Я называю эту карту «Праздник после победы». И как будто нам человек изображен. Да, он достиг. И правда, у вас финансового успеха карта переворачивалась. И у нас сидит человек, а перед ним тут какие-то сокровища. Но обратите внимание, он ничего не делает, он сторожит. И он как будто так на страже. С одной стороны, да, все то, чего ты добился, ты не должен этим рисковать. Ты не должен рисковать самим собой. И тогда праздник в твоей жизни, я называю эту карту праздник после победы. Это карта якоря. Но все же, тем не менее, нельзя расслабиться. И вот этот меч, нож, он как раз и говорит, будь, ну, где-то наготове. Обстоятельства могут в любой момент меняться. Не рискуйте также ни добрым именем, ни самими собой, подписывая какие-то документы. Помните, у вас именно на самосохранение должна быть направлена ваша энергия. Чего это может касаться? Хотя больше работа, дом могут быть в такие вопросы. Хотя и личная жизнь тоже иногда проигрывается. У вас еще и колесо фортуны. Действительно перемены. Я должна сказать, мои дорогие стрельцы, ведь я уже сделала очень много знаков зодиака до вас. Вот эти карты о переменах едва ли не каждому знаку зодиака выпадали, поэтому нас ждет и планетарно-то тоже. Наверное, человечество либо будет поставлено перед фактом либо новых технологий, либо смены какой-то парадигмы жизненной или финансовой, или когда мы будем вынуждены менять самих себя, потому что обстоятельства меняются. В большей и меньшей степени, у кого чего касается. Но карта говорит о чем? Колесо фортуны. Это тоже своего рода предвестник успеха. Но это не тот успех, который обрушивается на нашу голову. Если не было предпосылок, наоборот, карта может говорить о том, что ты не рискуй. Ведь любое колесо, оно имеет тенденцию подниматься вверх, а потом отпускаться вниз. Ты должен удерживать как раз. Удержание ведь нам тоже где-то говорят. Вот эту рулетку судьбы ближе к центру штурвала. Иначе может все пойти наперекосяк. Вокруг есть перемены. Это всегда внешние события, которые на нас будут влиять. И вот вам на самосохранение. У вас сильная позиция к декабрю, но себя не обесточить. И быть готовым учиться чему-то. Паж Пентаклей – это тот, который никуда не спешит. Он понимает, что он многого не знает. Он не отрицает, допустим, даже те события, новости или какие-то знания,
Только лишь потому, что он не знает. Он не говорит, этого не может быть. Готовьтесь учиться, готовьтесь узнавать что-то новое. Не отрицайте какую-то данность или то, что происходит вокруг вас. Ваша задача сохранить себя и найти свой фарватер в декабре. Потому что у вас будет сильная позиция, но вам ее обязательно нужно сохранить. С вами могут спорить, и это не время, в принципе, кому-то что-то доказывать, не время устраивать конфронтации, не время первой победе. Вот все победы оставьте на потом. В декабре больше нам про спокойствие, внимание к деталям, готовность учиться и быть готовым к тому, что обстановка где-то будет меняться. Ну, как-то так. Что же вас удивит, мои дорогие? Давайте я открою карту. Какие-то возможности, изменившиеся события. Правда, по семерке кубков карта прокрастинации, когда мы не знаем, что с этим делать или никак не можем начать. И здесь нам мешает либо какая-то нерешительность, хотя это не совсем про вас, но нам ведь сказали, что выходит из рамок шаблона какого-то или принятого, или как мы предполагали, или как мы привыкли действовать. А тут нужно будет на что-то решиться. И правда, какие-то события, новости вас могут удивить. Или, знаете, вы можете для себя открыть, что я чего-то раньше не замечал. Я как будто находился в своем пространстве или словно в собственном соку где-то находился. А здесь обстоятельства открывают, что елки, а мир меняется, оказывается. И это будет для вас своего рода предпосылка к тому, чтобы начать действовать. Давайте я узнаю, чего это может касаться, что же вас такое может удивить. Тут как будто не время сидеть в ожидании. Вот о чем. Скорее придется действовать или, как я уже сказала, решиться на что-то. О чем нам? Ну, конкретно, это карта внутренних сомнений, внутренних страхов, когда мы попросту не видим, что происходит вокруг. И, кстати, девушка, которая нам изображена, надеюсь, видно, она склонила голову, она смотрит в пол, в землю, она не видит, что вокруг. И ей кажется, вот эта темнота, это потому что ей так кажется. Она так себя настроила. Она с чем-то не согласна внутренне. И ей кажется, я не чувствую в себе сил. Она как раз, она даже встать, подняться не может. А вам выпадает девятка жезлов. Тоже, знаете, вторая карта, даже третья, говорит о том, что режим какого-то ожидания у вас должен закончиться. Обстоятельства как будто таковы, что ваше время пришло буквально выходить на авансцену, мои дорогие стрельцы. Значит, в какой-то области, это точно. Девятка жезлов, карта великой мощи, если мы говорим трактовка герметического таро. И всегда это нам воин показан. Тот, который уже набил шишек, имеет опыт. И он после того, как эти шишки получены, или опыт уже превысил всяческие пределы, он так немножко обособляется. Он, ну, где-то это не отшельник, но он немножко отгораживается от мира. И всегда, если на других колодах таро, кто часто смотрит, кому нравится, интересный таро, изображен человек с перевязанной головой, и вокруг него забор из жезлов. Здесь тоже своеобразный забор, но наш воин, обратите внимание, очень сосредоточен. Он словно раздвигает прутья этого забора, жезлы, увеличивая дистанцию для прохода. И ваше время пришло. Аккуратно, это не значит с места в карьер, но пора закончить ожидание. Все то, что я говорила по семерке кубков, эти карты подтверждают. Что же еще? И опять колесо фортуны. Ты не можешь словно выпасть из реальности. Вот связь с реальностью и в соответствии с тем, что происходит, от вас потребуется действие, может быть. И вы будете выбирать с учетом девятки жезлов. Вы не должны, с одной стороны, подвергать себя риску, но и вы не должны чего-то упустить. Хватит ждать. Вот конкретно так. Кто или что появится неожиданно? Вам придется 13-й старший аркан принять, что есть то, что закончилось. Мы только что об этом, по сути дела, с вами
говорили, что реальность, она такова, как и новости, как и обстоятельства, нас могут ставить в тупик, поскольку это не укладывается в наши привычные рамки или в то, что мы представляли. Наш какой-то идеализм, в котором мы находились. А тут реальность меняет или ломает наши шаблоны. И вот так говорит, что да нет, обстоятельства сейчас совершенно все по-другому. И вам нужно будет буквально по 13-му аркану, как пройти какой-то путь в одиночку, себя перестроить. Это карта трансформации, мои дорогие. Это карта внутренней трансформации. И если мы говорили внешние события, всегда по 13-му аркану я привожу пример зернышком. Что такое зерно? Это будущий росток, который находится в жестком панцире, который его какое-то время охраняет. Так и мы были в своем понимании, как в этом панцире надежном, нам казалось, мы все контролируем. Но когда мы садим это зернышко, чтобы получить росточек, в первую очередь разрушается, умирает вот эта твердая оболочка. Она должна быть разрушена, иначе росток не пробьется к солнцу. Вот подобная ситуация идет по 13-му аркану. Вот эта трансформация вам к солнцу. Но это путь в одиночку. Это мы когда идем, ну, как исследуя землю непознанную и без карты. И действуем очень осторожно. Чего это может касаться? Кто или что появится неожиданно. Вы знаете, это будет ваше решение. Как раз и закончить вот этот период ожидания, либо обстоятельства. Или как мы были, может быть, в лабиринте собственных мыслей, или в путанице в какой-то. А туз мечей – это у нас всегда наше четкое решение. И из этого как раз лабиринта выход. Однозначно может быть, знаете, как, что неожиданно появляется. Это может появиться какая-то информация неожиданно, и она требует от нас действий. Мы не можем бездействовать. Что это может быть еще? Старший аркан 20-й, страшный суд. И это суд не страшный, а отнюдь. А это карта избавления от боли, избавления от страданий. И как раз по этой карте нам о чем говорят? Не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Очень вторит. Но это все те события, чтобы вы правильно понимали, когда выпадают старшие арканы. Это на нас давлеют события извне. Именно они заставляют нас измениться. Это не есть какая-то ваша сугубо личная история. Да, это вот она приходит через обстоятельства, потому что вы должны что-то действовать. Но не вы это инициировали. Как изменение порядка, изменение структуры какой-то или обстановки вокруг вас. Это вот от вас не зависит. Но вам с этим нужно как-то правильно взаимодействовать. Но у вас сильная позиция, у вас аркан мага. Да, тут могут быть и люди, великие манипуляторы, но и ваша собственная сила. Вы сильны, понимаете, стрельцы. Поэтому словно и карта говорит, сначала мы где-то и сохраняем, да, но и на авансцену вы все равно должны выйти. Причем так аккуратно, незаметно, себе не навредив. Вот есть и обстоятельства, которые, может быть, тоже нужно принять. И давайте мы тогда узнаем, к чему все идет. Карта рыцаря жезлов, карта скорости, карта быстрой смены событий. И она нам говорит, будь готов к неожиданностям. Будьте готовы быстро собраться, куда-то отправиться или получить какое-то известие и в конечном итоге все равно действовать, контролировать обстановку. Чего это может касаться? Давайте узнаем. Ну, какой-то совершенно новой обстановки, в которую вам сложно, может быть, сориентироваться. И придется буквально учиться, Паш Пентаклей. Придется учитывать то, что для вас как новинка или обстановка. Вы не были в подобной или какого-то опыта нет. Хотя у кого-то из вас могут быть и вопросы, связанные с детьми.
У кого-то по заработкам может быть то же самое. Учиться по-другому зарабатывать деньги. И для кого-то напрямую это будет касаться того, что вы пойдете учиться. У кого-то это курсы, у кого-то освоение новых навыков. Может быть, так обстоятельства в вашей жизни сложатся. Но, с одной стороны, мы можем как и новую должность получить. И для кого-то курсы придется пройти, потому что, к примеру, законы вот нужно именно, занимая этот пост, знать как-то особенно хорошо. Ну или какая-то другая, любая подобная ситуация, потому что первый нулевой аркан, мы ничего не знаем. Есть только такой, знаете, юношеский максимализм и вдохновение. А нет, по пажу Пентаклей, продуманность, учеба, знания, медленный какой-то рост, ход вперед. Да, тут, правда, у кого-то отъезд может быть, кто-то начнет учить языки, потому что вы надумаете переезд или обстановка так вынуждает, у кого-то смена работы произойдет и даже смена деятельности. По восьмерке кубков в целом мы ищем выход, и мы его находим. Но это может быть и связано с конкретным человеком. Кто-то уходит, у кого-то это, если мы говорим, к примеру, на работе, руководство меняется, и законы поменялись, и новая метла по-новому метет, какой-то график в вашей жизни меняется. Правда, тут придется учитывать какие-то внешние факторы, события, действовать, но действовать продуманно и собой все же не рисковать на протяжении всего расклада. Нам говорят об этом. И карта юстиции не случайно выпала первой. Что у вас исполнится? Ух ты! Туз жезлов. А вы знаете, у вас до конца года словно жизнь делится на до и после. Вот этот туз жезлов, он делит между прошлым и будущим. Это как на пороге перемен, дальнейших событий. И может быть вот эта трансформация, вам как будто придется идти вперед, да. Но делать это совершенно в другом ключе. С новыми возможностями. Какое-то желание ваше исполнится, мои дорогие. Если вы смотрите расклад и есть какое-то вот конкретное желание, к чему вы, кстати, приложили уже усилия, именно ваши усилия, потому что жезлы – это наша активность. Так вот, вполне вероятно, что вы найдете способ, как и решить эту проблему застарелую, и у вас все получится. Чего в целом это может для вас касаться? Опять. Нулевой аркан, как новые начинания. Но это понятно, между прошлым и будущим. Может быть, решиться на что-то новое. Ну, как так получается? Слушайте, перемешала колоду. Ну, видимо, так, что выпало, то выпало. Вот смотрите, нулевой аркан говорит, хочешь или не хочешь, а идти вперед придется. Может быть, это как что-то, как область совершенно новая. Или обстановка, повторяюсь, в которой вы ни разу не были, нет опыта. Учиться придется, но и себя сохранять все же тоже. Семерка мечей. И в этой колоде карт, обратите внимание, человек. Нам показан тот, который держит мечи. И если в семерке мечей обычно меч острием вниз, в этой колоде вверх, все 7. И человек забор себе такой воздвиг, точнее перед собой. Он где-то себя защищает от хитрости, от мошенников, от ловких манипуляторов. И сам он где-то тоже себя не хочет демонстрировать. Он словно в тени. Капюшон закрывает лицо. Это вам нужно быть больше в таких энергиях. Это не значит, что мы кого-то обманываем, но это значит, что мы готовы к тому, что мы столкнемся с разными людьми. Не верить первому услышанному, а перепроверять как минимум информацию. Не быть втянуты в те дела, которые закончиться могут каким-то фиаско. Помните, и четверка жезлов нам тоже говорит об этом. Меч как будто наготове. Будьте внимательны, мои дорогие, потому что тут какую-то возможность нужно использовать. Но она должна, если это документ, согласовываться с законом. Она не должна превратиться в какую-то обратку, которая нам прилетит через какое-то энное количество времени. Вот берегите себя. Карты повторяют, видимо, для вас этот момент, тонкий нюанс, он особенно важен. Хорошо, давайте пойдем дальше. Какая тайна откроется?
Видимо, действительно какая-то информация к вам придет. Или события извне. И вы окажетесь на выборе. Какая тайна? Что приходится делать выбор. Двойка мечей. Есть два как бы пути. Но эти два пути мы не можем пройти одновременно. И направо, и налево. Придется выбирать что-то одно. Что это может быть? У кого-то это может касаться, безусловно, и личной жизни. Но старший аркан влюбленный не только про любовь. Это может быть такая ситуация, когда нет ни победителей, нет ни проигравших. А есть какая-то реальность, мои дорогие. И от ваших правильных действий будет зависеть ваше будущее. Да что ж такое? Вы с чем-то с новым сталкиваетесь, мои дорогие стрельцы. Король жезлов. И снова у нас выпадает старший аркан, колесница, перемены, мои дорогие. И король жезлов нам как раз говорит о том, что есть какое-то решение, и оно у вас должно быть продумано. В связи с той обстановкой, которая вокруг вас, или то, что вы себе наметили делать, но выбор делать придется какой-то однозначный. Может быть, какая тайна. Я так больше вижу, что для вас будет тайна, она даже не тайна. То известие, которое к вам приходит, не лично к вам, а именно связанное с какими-то внешними событиями. И вы просто должны как-то выстроить новую концепцию собственного благополучия. И при этом все то, что было до того, как будто обязательно сохранить. Чего же ждать? Но для вас так или иначе это возможности. Посмотрите, у вас карта Солнца. И мы ведь ее доставали. Чего ждать? Что будет продолжено на 2025 год. И поэтому, мои дорогие стрельцы, могу смело заявить, вот это где-то турбулентность, о которой мы уже не раз с вами говорили, то, что по рыцарю жезлов выпало, будь готов к неожиданностям, будь готов к выбору какому-то. У тебя жизнь словно делится на до и после. И пусть для кого-то это обстоятельства, а для кого-то это приходит с новостью. Может быть, поэтому где-то в ноябре какая-то смена парадигмы. В октябре вроде бы ситуация как-то или уравновешивается, или у вас сильная позиция для себя, как больше уверенности добавить или больше возможностей для себя на будущее построить каких-то или открыть. И здесь ни разу не про торопливость, но и не про бездействие. Но в ноябре что-то может измениться. И уже в декабре та ноябрьская ситуация у вас стабилизируется. Или как раз вы выходите этим самым победителем, чтобы к 2025 году перейти уже с учетом карты Солнца. Это радости, это новых возможностей. Здесь может, знаете, сама судьба, карма, назовите как угодно, воздействовать на вас таким образом, чтобы вы на что-то решились. На кону ваше Солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.